Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. С вами Валерий Табаков, юрист. И сегодня на моем канале мы снова и снова погружаемся в анализ двух громких уголовных дел. Дел об убийстве Ирины Фарион и Андрея Порубия. Эти преступления вызвали широкий общественный резонанс, и вокруг них возникло множество вопросов. В обоих делах следствие опирается на видеозаписи, на которых запечатлены предполагаемые фигуранты. Человек в панамке и очках, в случае Фарион, и человек, замаскированный под курьера службы доставки Глова, в случае Порубия. Но, друзья, что если эти лица лишь агенты прикрытия, а настоящие исполнители остались в тени? Давайте разберем эти дела с юридической и криминалистической точек зрения, чтобы понять, где правда, а где разумные сомнения. Готовьтесь к глубокому анализу и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые разборы. Начнем с того, что оба дела объединяет ключевое доказательство – видеозаписи. В деле Ирины Фарион мы видим человека в панаме и очках, которого следствие считает подозреваемым и обвиняемым. В деле Андрея Порубия фигурирует человек, замаскированный под курьера Глова, с предметом, похожим на пистолет. Эти видеоматериалы стали основой для расследования, но их качество и содержание вызывают серьезные вопросы. Позвольте мне, как юристу, предложить гипотезу, которая может изменить ваше восприятие этих дел. Что, друзья, если лица, запечатленные на фото и видео, были не исполнителями, а агентами прикрытия, задачей которых было отвлечь внимание следствия, пока настоящие стрелки оставались вне поля зрения? С юридической точки зрения видеозаписи являются вещественными доказательствами, регулируемыми статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Чтобы они имели силу в суде, необходимо подтвердить их подлинность, отсутствие монтажа, а также законность получения. Однако в деле Порубия момент предполагаемого убийства скрыт листвой деревьев, а в деле Фарион видеозапись не дает четкого ответа на вопрос, кто именно стрелял. Мы видим человека в панаме и очках, но нет прямых доказательств того, что именно он произвел выстрелы. Аналогично в деле Порубия. Мы наблюдаем, как человек, замаскированный под курьера, вытягивает руку с предметом, похожим на пистолет, затем уходит за ветви, где якобы происходит убийство. Но, друзья, а что, если это была постановка, а выстрелы производились из другого места, например, из окна здания? Криминалистически такие видеозаписи требуют тщательной экспертизы. Современные технологии позволяют улучшить качество изображения, провести анализ движений, идентифицировать предметы в руках и даже попытаться установить личность фигурантов. Например, в деле Порубия важно определить, действительно ли в руке человека был пистолет, или это был предмет, имитирующий оружие, чтобы создать видимость его причастности. Без таких исследований
видеозаписи остаются лишь косвенным доказательством, а гипотеза об агентах прикрытия становится вполне правдоподобной. Если реальный стрелок находился в другом месте, скажем, в здании или за другим укрытием, то лица на видео могли быть использованы для отвлечения внимания, что является распространенной тактикой в заказных убийствах. Одной из главных проблем в обоих делах является отсутствие орудия преступления, что исключает возможность проведения баллистической экспертизы. Баллистическая экспертиза – это золотой стандарт в расследовании огнестрельных убийств. Она позволяет определить тип оружия, его технические характеристики, соответствие гильз и пуль конкретному стволу, а также траекторию выстрела. Без этих данных следствие оказывается в тупике, особенно если предполагаемые исполнители на видео лишь агенты прикрытия. В деле Ирины Фарион оружие не найдено, и баллистическая экспертиза не проводилась. Это означает, что нет возможности подтвердить, что человек в панаме и очках стрелял, и что использованное им оружие соответствует ранениям жертвы. В деле Андрея Порубия ситуация аналогична. Оружие не обнаружено, а момент выстрелов скрыт листвой. Без баллистических данных мы не можем однозначно утверждать, что человек, замаскированный под курьера Глова, был стрелком. Более того, гипотеза об агенте прикрытия усиливается. Он мог имитировать стрельбу, чтобы привлечь внимание камер, в то время как настоящий исполнитель находился в другой точке, например, в здании, откуда и были произведены выстрелы. С криминалистической точки зрения отсутствие баллистической экспертизы требует усиленного внимания к другим видам исследований. Например, трассологическая экспертиза. Если на месте преступления были найдены гильзы, их необходимо исследовать на наличие отпечатков пальцев, ДНК или следов обработки. Важно исключить возможность подброса гильз, что иногда используется для запутывания следствия. Например, гильзы могли быть оставлены умышленно, чтобы направить расследование по ложному пути. Судебно-медицинская экспертиза. Анализ характера ранений, углов входа пуль, их калибра и траектории может указать на позицию стрелка. Если пули вошли под углом, не соответствующим позиции человека на видео, это подтвердит гипотезу о другом исполнителе. Экспертиза видеозаписей. Улучшение качества изображения и анализ движений помогут определить, действительно ли фигуранты на видео совершали выстрелы или их действия были постановочными. С юридической точки зрения отсутствие баллистической экспертизы создает значительные пробелы в доказательной базе. Согласно статье 62 Конституции Украины и статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. Если следствие полагается только на видеозаписи, где предполагаемые исполнители могут быть агентами прикрытия, это не обеспечивает достаточной уверенности для обвинительного приговора. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения. И без прямых доказательств, таких как оружие или результаты баллистики, гипотеза о других исполнителях остается
вполне обоснованы. Давайте подробнее остановимся на деле Андрея Порубия, где гипотеза об агенте прикрытия выглядит особенно правдоподобной. На видеозаписи мы видим человека, замаскированного под курьера Глова, который выбирает место для засады, вытягивает руку с пистолетом, или, вернее, предметом, похожим на пистолет, и уходит за ветви деревьев. По таймингу за 8 секунд происходит 8 предполагаемых выстрелов, что указывает на высокую скорострельность. На первый взгляд это может свидетельствовать о профессионализме исполнителя, который прошел специальную подготовку и действовал хладнокровно. Однако есть нюанс, который заставляет задуматься. Момент выстрелов скрыт листвой, и мы не видим, что именно происходит за листьями дерева. С криминалистической точки зрения такая скорострельность действительно характерна для профессионального стрелка, особенно если использовалось полуавтоматическое оружие. Но профессионализм может проявляться не только в исполнении убийства, но и в организации отвлекающего маневра. Человек, замаскированный под курьера, мог сознательно создать видимость стрельбы, чтобы камеры зафиксировали его действия, в то время как настоящий стрелок находился в другой позиции, например, в окне здания или за другим укрытием. Эта тактика часто используется в заказных убийствах, где организаторы стремятся запутать следствие, подставляя ложных исполнителей. Криминалистический анализ должен включать реконструкцию событий. Например, судебно-медицинская экспертиза может показать, что пули вошли в тело жертвы под углом, не соответствующим позиции человека за деревьями. Это подтвердило бы гипотезу о другом стрелке. Кроме того, использование маскировки под курьера Глова, выбор времени и места преступления, а также быстрое покидание места происшествия указывают на тщательную подготовку. Это может быть признаком не только профессионального исполнения, но и сложной операции с участием нескольких лиц, где агент прикрытия играет ключевую роль. Юридически такая неопределенность порождает разумное сомнение в виновности человека, запечатленного на видео. Если следствие не найдет оружие, не проведет баллистическую экспертизу и не подтвердит связь между фигурантом и выстрелами, защита сможет оспорить обвинение, указав на возможность участия других исполнителей. Это делает гипотезу об агенте прикрытия не просто вероятной, но и стратегически важной для расследования. Хочу поделиться с вами важным юридическим принципом, который лежит в основе этих дел. Принципом разумного сомнения. Согласно статье 17 УПК Украины, любое сомнение в виновности лица толкуется в его пользу. Это краеугольный камень презумпции невиновности, закрепленной в статье 62 Конституции Украины. Позвольте, друзья, привести пример из своей юности, который хорошо иллюстрирует этот принцип. Когда я учился в институте, Киевском политехническом, мой преподаватель по программированию рассказывал историю. Один студент принес программу, разработанную якобы им самим, и сказал, вернее, его спросил преподаватель, программа работает? А студент отвечает, работает, но плохо. Тогда преподаватель говорит, в программировании, мой друг, нет понятия 99% работающей программы. Она либо работает на 100%, либо
не работает вовсе. 99% это все равно, что 0 в данном случае. И этот принцип применим и к уголовному правосудию. Доказательства должны обеспечивать стопроцентную уверенность в виновности лица. Если есть разумные сомнения, а в делах Фарион и Порубия они есть, особенно с учетом гипотезы об агентах прикрытия, обвинительный приговор не может быть вынесен. В деле Порубия видеозапись не подтверждает, что человек, замаскированный под курьера, стрелял. Момент выстрела вскрыт, оружие не найдено, а гильзы, если они есть, требуют тщательного анализа. В деле Фарион ситуация схожая. Человек в панаме и очках мог быть агентом прикрытия, а настоящий стрелок действовать из другого места. Без баллистической экспертизы, без анализа траектории пуль и без дополнительных доказательств следствие не может исключить эти версии. Это разумные сомнения, и они должны быть устранены, чтобы дело дошло до приговора с убедительной доказательной базой. Отсутствие орудия преступления и баллистическая экспертиза заставляет следствие искать альтернативные пути. Давайте разберем, какие методы могут помочь в расследовании и как они связаны с гипотезой об агентах прикрытия. Судебно-медицинская экспертиза. Анализ ранений жертвы может дать ключ к разгадке. Например, если пули вошли под углом, не соответствующим позиции человека на видео, это укажет на другого стрелка. В деле Порубия важно установить, совпадает ли траектория пуль с местом, где находился человек за деревьями. Трассологическая экспертиза. Гильзы, найденные на месте преступления, требуют исследования, например, отпечатков пальцев, ДНК или следов подброса. Если гильзы были оставлены умышленно, это может быть частью сценария с агентом прикрытия. Экспертиза видеозаписей. Современные технологии позволяют улучшить качество изображения, определить подлинность записи и проанализировать движения фигурантов. Например, можно установить, действительно ли человек на видео держал оружие или это была имитация. Оперативно-розыскные мероприятия. Поиск дополнительных видеозаписей с других камер в районе преступления, допрос свидетелей, анализ связей предполагаемых фигурантов с организаторами убийства. Если человек на видео агент прикрытия, следствие должно искать следы реального исполнителя, например, проверяя здание вблизи места преступления. Эти методы особенно важны, если мы предполагаем, что лица на видео играли роль отвлекающего звена. В заказных убийствах такая тактика используется для усложнения расследования. Один человек привлекает внимание, а другой выполняет главную задачу. Без комплексного подхода следствие рискует сосредоточиться на ложной цели, упустив настоящих виновников. Чтобы продвинуться в расследовании и проверить гипотезу об агентах прикрытия, следствию необходимо: первое – провести комплексную экспертизу видеозаписей, использовать технологии улучшения изображения, анализировать движения и предметы в руках фигурантов, подтвердить подлинность записей. Второе – активно искать орудие преступления. Обнаружение оружия позволит провести баллистическую экспертизу и установить связь между ним, гильзами и ранениями. Третье. Организовать судебно-медицинскую экспертизу. Определить углы входа пуль, их калибр и траекторию для реконструкции позиции стрелка. Четвертое. Провести трассологический анализ. Исследовать гильзы и другие следы на месте преступления, чтобы исключить их подброс.
Пятое. Усилить оперативные мероприятия. Проверить здания и другие потенциальные точки, откуда могли производиться выстрелы. Собрать дополнительные видеозаписи, допросить свидетелей и изучить связи фигурантов с возможными заказчиками. Шестое. Рассмотреть альтернативные версии. Активно проверять гипотезу об агентах прикрытия, анализируя возможность участия других исполнителей. Убийство Ирины Фарион и Андрея Порубия – это сложные дела, которые объединяют не только использование видеозаписей как основного доказательства, но и серьезные пробелы в расследовании, отсутствие орудия преступления и баллистической экспертизы, а также вероятность того, что лица на видео были агентами прикрытия, создают значительные трудности для следствия. С юридической точки зрения, принцип разумного сомнения требует, чтобы обвинение опиралось на стопроцентную уверенность, подкрепленную объективными доказательствами. С криминалистической точки зрения необходим комплексный подход, включающий экспертизы и оперативные мероприятия, чтобы исключить ложные версии и найти настоящих виновников. Друзья, я убежден, что правда в этих делах достижима, но только если следствие будет действовать профессионально и скрупулезно. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своими мыслями в комментариях. Ваше мнение помогает мне разбираться в сложных делах. Донатьте. Давайте вместе добиваться справедливости и раскрывать правду. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.